Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня буду шить коврик из джинсов и в технике синель. Я сейчас делаю основу для коврика, то есть сэндвич. Снизу у меня плотная ткань, дальше синтепон и сверху вот такая вот ткань разноцветная. В принципе, можно было и что-то попроще, конечно, выбрать, да, но я посмотрела по своим запасам. Вот эта ткань у меня, она красивая, но она линяет. Ну и я подумала, что для коврика ничего страшного, чуть-чуть будет линять даже, это не будет так заметно. Режу красный, это лен у меня красного цвета, на полосочке у меня там у них ширина, наверное, 6 сантиметров, и я их буду нашивать на свой сэндвич, чтобы, ну, не стягать его, а чтобы вот как-то разграничить какие-то участки этого будущего коврика, и при этом заодно немножечко скрепить с помощью вот этих вот строчек. Вот так я планирую пришить эти полоски, уже приколола их булавками. Буду пришивать их прямой строчкой на машинке. Начну, естественно, из тех, которые в центре, а после этого перейду к тем, которые вот по краям. В следующем кадре я уже все пришила, если обратите внимание, и беру дальше уже свои кусочки ткани, из которых я буду делать синель. У меня будет всего 4 слоя, 3 из них это достаточно плотные ткани, верхняя вот джинсовая ткань, там еще 2 цвета, оранжевый и красный, это такой плотный лен, и голубенький бирюзовый цвет, это у меня, ну, просто хлопковая какая-то, вот, может быть, там часть вискозы в этой ткани, а там тонюсенькая она, типа штапеля. Прикалываю размеченный квадратик, и, девочки, обычно линиями вот этими отмечается там, где буду прокладывать строчку. Но я в этот раз почему-то сначала решила там, где у меня будут разрезы, отметить, а вот пунктирные линии я показываю, где я буду строчить. Как-то у меня в голове так почему-то все переменилось, и я почему-то вот так вот решила сделать. Я вообще синель последнее время шила, ну, наверное, пару лет назад. Мне прямо вот я когда только узнала об этой технике и начала с ней экспериментировать и самые разные работы делать. И я вот тогда прямо залипла на ней, никак не могла чем-то другим заняться. Мне все время хотелось сделать синель, потому что было интересно, а что из этого получится, а если вот так сделать, как получится. И вот, наконец, я к ней вернулась опять. Надеюсь, что, несмотря на кривые руки, которые шьют кривые швы, что-то получится более-менее приличное. У меня, кстати, на канале прям целый плейлист, подборка моих видео, где я пробовала всякие разные варианты синели. Я оставлю в описании к видео ссылочку на этот плейлист. Я не знаю, зачем я заморочилась. Я потом подумала, что, в принципе, всю центральную часть можно было сделать из одного большого куска, по размерам нужным, и на нем уже все, ну, строчить, потом разрезать. Почему-то я решила сделать из 3 кусочков. Мне кажется, если бы я делала из одного куска, то у меня получилось бы более аккуратный центр. И я хотела сказать, я здесь вот делала расстояние между строчками 2 сантиметра, а потом на всем остальном коврике я делала расстояние 1,5 сантиметра. Вот видите, там, где закрытые швы, то есть я не могу их прорезать от начала до конца, я вот так вот ножничками поддеваю слой ткани, а после этого уже прорезаю этот кусочек, именно этот слой, и перехожу к следующему. Прям маленькую-маленькую дырочку. Единственное, главное, что не задеть самый нижний слой, который основой служит. Если вы его задели, то, ну, надо будет вручную зашивать потом иголкой. А дальше я уже просто ножницами прорезаю, уже когда все слои у меня открыты, уже проще. Ножницы тут тоже надо смотреть, какие подобрать. По идее, с острыми кончиками и очень острые ножницы нужны, но при этом большой риск, что острый кончик цепанет основу при прорезании и заденете и разрежете ее. Нужно быть очень внимательными. Следующую деталь своего коврика я сделала также из 4 слоев, но вместо бирюзового такой светло-желтый добавила.
цвет. Я не знаю, как это будет выглядеть, поэтому я пробую разные варианты. Здесь у меня также немножечко другой оттенок джинсов. И если обратите внимание, ну, слои те же самые, но здесь я уже ручкой рисовала, ну, которая при нагревании исчезает, потому что мыло у меня прямо вот, ну, как-то, видимо, стряхивалось, и под конец уже практически не видно было, где мне строчить. Решила еще нашить квадратики. Здесь 4 на 4 сантиметра квадратик, но выкроен по косой. И если обратите внимание, у меня все строчки под углом 45 градусов к основе. Я еще хотела показать, я уже показывала в каком-то из своих видео, вот такая вот штука, роликовый нож для разрезки синели, потому что ножницами, ну прям мозоли можно натереть. Им хорошо резать вот такие вот открытые швы. И здесь есть 4 варианта для разной ширины швов. Я как-то в каком-то из видео показывала поподробнее этот нож. Оставлю ссылочку в описании к этому видео, если кого-то это сильно заинтересует. И тогда вы сможете там посмотреть. Вообще для основы мне нужно было побольше, чем верхняя часть, заготовку делать. Потому что, как и всегда, при стежке нижняя часть немножко сильнее убирается. Но я в этот момент почему-то об этом не подумала. Видите, у меня как получилось. Но я решила пошире сделать ленту для обтачки и таким образом вот закрыть этот позор свой. Пристрочу с лицевой стороны ленту для обтачки. После этого вручную пришью потайным стежком, как я одеяло обычно делаю, точно так же обработаю кромку у коврика. Теперь мне надо, чтобы все это растрепалось. Лучше всего это получается, если забросить коврик в стиральную машинку. Но при этом надо в какую-то наволочку, может быть, положить, или специальные вот такие мешки, потому что, чтобы не засорять машинку собственную. Вот. А после этого я уже начинаю растрепывать. Делаю это вот щеткой для укладки волос. Мне больше всего из моих подручных средств подошло вот это. А вы там смотрите сами, что вам больше подойдет. Теперь, видимо, понятно, почему я край обрабатывала до того, как начала растрепывать. Потому что это делать гораздо удобнее, пока еще швы более-менее стабильные. Но видите уже, какая получается красота. Это он еще мокрый, и я его еще раз буду стирать и растрепывать, а потом уже покажу в сухом виде. Ну вот здесь уже все высохло. Я, если честно, лучше всего сушить, конечно, в сушильной машине, но у меня нет, я поэтому сушила просто на батарее. Но в сушильной машине он лучше бы растрепался еще, распушился. Мне очень нравится. Мне даже захотелось еще что-нибудь сделать в этой технике. Хоть она и очень трудозатратная, но результат очень приятный. Кое-где вот основа проглядывает, такие вот, знаете, такие тончайшие, мельчайшие оттеночки кое-где появляются благодаря этому. Мне очень нравится то, что получилось. Если вам тоже нравится, ставьте лайк. Пишите комментарии, конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.